такой вот диск SSD 128 гигабайт. Рабочий абсолютно. Такой вот модуль mSATA для iPod Classic. Собственно, производит установку. Вот дисочек мы сюда. Сейчас закрутим. В собранном виде это все выглядит вот так. Угу. И, собственно, остается нам вот соединить это. Вот как выглядит наш iPod в разобранном состоянии. Так. Так вот это выглядит уже в собранном практически виде. Подложил, чтобы никакие контакты не замкнуть. Потом, если все заработает, что-нибудь придумаем, как это изолировать друг от друга. Ну и осталось, собственно, соединить шлейф от аккумулятора с непосредственно плеером. Так, секундочку. Так, ну вот, как-то так. И вот что нам говорит iPod по этому поводу. Пробуем перезагрузить. Вот так. Все работает. Говорит, идите на сайт apple.com support iPod. Так, попробовал другой стороной подключить шлейф. Возможно, я его изначально неправильной стороной вставил. Но посмотрим, что сейчас у нас будет. У нас все то же самое. Просто чтобы показать второй вариант подключения, который я пытался использовать. Вернул на место жесткий диск. Сейчас включу для, так сказать, проверочки. Вот что говорит iPod мне с жестким диском. Ну, то есть, хотя бы работает.